Ребята, всем привет! Наконец-то этот день настал. Мы с Андреем приехали в Икею. Мне кажется, за полгода или уже даже год я здесь впервые. Настроение купить все. Сейчас мы купим основные моменты для нашей квартиры. Какую-то мелочевку мы уже купили, но я это не показывала, потому что это не так классно выглядит. Я думаю, что мы сейчас купим какие-нибудь штуки для уюта. Я вам обязательно сниму завтра, наверное, распаковку. Покажу, куда я все это расставила. И я очень надеюсь, что сейчас мы купим нашу первую елку. Мне кажется, мы никогда не покупали. И я хочу прям елку достаточно большого размера, чтобы поставить ее в комнате, потому что сегодня я приехала с Таллина, кстати говоря. И я вам не снимала ничего, потому что у меня тупо не было времени. После Таллина мое настроение супер новогоднее. Там выпало снега миллион, новогодняя атмосфера, елки, все наряжено. Приезжаешь в Белград, здесь тупо ничего нет. И мне хочется дома создать именно такую атмосферу уюта. Ждем. Блин, у меня просто, как сказал Андрей, негативное впечатление. Почему нету вот такой темы белого цвета? Есть вот такое в форме вафельного полотенца. Самое классное, мне кажется, вот это. Но здесь нету белого цвета. Если я куплю вот это, то наша комната будет еще темнее. Я не знаю, что брать. Может быть, вот это. Но оно такое, знаете, не очень-то приятное. Вот это какое-то желтое. Может быть, розовое. Я не знаю, ребята. Наверное, самое классное вот это приятно. Оно прям очень приятно, но, блин, оно стоит. Это 4500 рублей. Не наш вариант. Ребята, моему расстройству просто нет предела. Здесь нет ничего для Нового года. Вообще ничего. Здесь есть какие-то убогие венки на дверь, и то искусственные. Елок я здесь вообще не видела. Максимум, что мы взяли, это цветок, и все. Я в шоке. Потому что я сюда ехала именно за новогодним настроением. Но здесь кроме музыки ничего нет. А где вот, например, гирлянда? Здесь нету ничего. Я в шоке. Я надеюсь, что мы найдем какой-то магазин типа Оби, но не сегодня, а в следующий раз. И купим нормальную елку. Дизлайк. Вот, ребят, такое здесь настроение. Как вам? Давайте посмотрим на качество венков. Сказка. Качество венка такое же, как и мои ногти. Ну как так можно? Я не понимаю. Здесь есть елка, но, внимание, она искусственная. Просто катастрофа. Вот это что? Что? Так, ребята, запоминаем нашу комнату до. И я думаю, через несколько дней я вам сниму, как она преобразилась. Сейчас расскажу, что мы купили в Икее. Вот такой спойлер. Это мои чемоданные сумочки. И вот этого милашку мы взяли. Посмотрите, как он классно выглядит. Короче, сейчас я вам все покажу. Так, ребята, показываю, что мы купили. Изначально я планировала купить все самое необходимое. Но так получилось, что я купила вот это. Я подумала, что мне это по-любому нужно. Потому что это будет сочетаться, кажется, с вот этим шкафом. Но у меня такое чувство, что как бы что-то не очень. Ну ладно. Потом мы взяли вот эту штуку. И я думаю, что при дневном свете она будет выглядеть намного лучше, чем сейчас. Напоминаю, какая тема у нас на кровати происходит. Я, конечно, очень против этого. Я хотела взять ковер, который был черный с розовым. Наверное, вот сюда прицеплю фотографию. Но я подумала, что, наверное, он будет слишком темный, и решила взять ковер
который очень дешево стоит. И я не буду переживать по этому поводу, что я его купила и заменю на тот черный. Но мне кажется, опять же, при дневном освещении белый цвет будет классно выглядеть. Потому что в нашей комнате, мне кажется, много вот таких элементов темных, и нужно их разбавлять белым или какими-то пастельными тонами. Полотенце. Купили еще стол. Я его покажу позже. Кстати, все наши покупки вышли 25 динар. Это где-то 13-14 тысяч рублей. Я думаю, что это вполне бюджетно. И я купила практически все, что хотела, кроме елки и венка. Палки для стола. Они, кстати, продаются отдельно. Там можно было выбрать черные, серые и белые. Мы решили взять белые. Еще одно полотенце. Брызгалка для моего цветка. Хочу вам показать. Посмотрите, какой он красивый. Ну, это... Ну, прелесть. Я надеюсь, он выживет. Еще у меня была супер неожиданная покупка. Это вот такие 3 подсвечника. У меня никогда в жизни не было свечей. Единственная свеча, которая у меня была, мне подарила ее клиентка. И мне это так понравилось. И я на сайте у Икеи увидела, как эти штуки выглядят на праздничном столе. И я подумала, что мне по-любому это надо. Я вам обязательно потом подсниму, как это выглядит в интерьере. Ну как в интерьере, в этой комнате. И к этим подсвечникам я купила вот такие свечи. Мне кажется, это самый оптимальный размер, потому что до этого мы взяли очень много таких свечей. И они были какие-то массивные, не очень красивые, и их там было 20 штук. А здесь получается 8, и как раз-таки нам это подойдет. Мы купили простынь, потому что в первую поездку Андрей затупил и купил 160 в ширину. Оказалось, что это очень маленький размер, и если что, нужно покупать 240 на 260. Она достаточно непрозрачная. Сейчас я вам покажу, на чем мы спим. Посмотрите, на какой просто штуке мы спали. Она супер тонкая, супер дешевая. И мне кажется, даже в магазине ты этого не увидишь. И она не до конца кровати. Поэтому сейчас, я думаю, нам будет намного удобнее спать. Вот такой до. Потом мы купили крышку для сковородки, которую мы уже купили. Вот эту штуку для картошки. Там, кстати, не было с дырочками. Я не знаю, в Икее были когда-то вообще с дырками или нет. Но вот такая у меня впервые. Купили вот такой будильник. Стандартно у нас был черный, решили взять белый. И вот такую штуку. На этом все. Я болею елками, ребята. Посмотрите, какие здесь елочки. Это мы еще не дошли до рынка. Здесь они стоят 2000 динар. Мне очень понравились вот эти вот. И посмотрите на это. А в Икее этого нету. Как хорошо, что мы сюда приехали. Я надеюсь, что их все распродадут, и они не будут валяться, как у нас в России. После 31 декабря никому не нужны, просто помойки. Блин, как это классно! Такая красота здесь. Мне кажется, я сейчас еще и цветы куплю какие-нибудь. Я так понимаю, вот это называется рынок, где именно цветы продают. Я у девочки в инсте посмотрела. Там можно купить какую-то одежду. Господи, как красиво! Я хочу вот это. Мы купим все. Реально. Какое вдохновение. Как я люблю цветы. Вообще, отвал башки. Просто хочу вот эти штуки. Очень красиво. Они уже умерли, а я на них смотрю, любуюсь, понимаешь? Ребята, мы нашли эту бабушку, она делает эти венки. Блин, это очень классно. И они причем живые. Офигенно. Сейчас мы спросим, сколько стоит, и купим все. Класс. Так, ребята, стоит сколько? 1000 динар? Да. Давай. Давай, я возьму его скорее.
Класс. Вот такая палатка, она находится, если заходить с того входа, вот здесь. И только у этой бабушки есть эти венки, я уверена. Кайф. Класс! Так, мы сейчас уходим вглубь рынка. Здесь вот так. Как это я называю? Не аутентично, а интересненько. Вот я хочу, наверное, вот что-то вот такое, такого формата. Хочется все на самом деле. О боже, это что за прелесть? Прикольно. Классно. Мы сейчас посмотрим всякие штуки для дома, типа тазик, отвертка, и потом уже зайдем за елкой. Так, мы нашли клубнику переростка. Купили один горшок, стоит 500 динар. Не, авокадо не надо. Макси есть. Короче, блин, здесь так классно. Реально. Хочется просто купить все. Ну, я так и делаю. Классно, классно, классно. Конечно, здесь немного грустно. Мы к такому не привыкли. Я на рынке давно не хожу. Но это так атмосферно. Вообще топ. Хвала. Вообще класс, ребята. И это я еще елку не купила. Сейчас мы еще вот эту вот хрень как накупим. Будет классно. Так, ребята. Методом проб и ошибок мы выяснили, что у тех мужиков елки самые дешевые. Они нам сказали 2000 динар. Не здесь на рынке елки стоят по 5000. Поэтому мы сейчас пойдем к тем мужичкам, которых мы встретили первый раз, и будем покупать нашу елку. Как я рада. Так, ребята, купили елку. Меня развели все равно. Нас точнее. Ну ладно. Зато у нас есть елка, ребята. Не 5, а 3, да? Ну хорошо. Там еще были за 2000, но мне нравятся вот такие. Прикольно. Ура! Та самая девушка, которая ничего не делает и снимает. Кайф, смотрите! Боже мой, это наша елка! Все зачуханился. Все, вызываем такси. Трап. Я да. Мне ее надо тащить. Ну и что? Зато она красивая. Класс! Ну, правда, тут она какая-то лысая. Но мы ее вот так вот поставим. Вообще кайф. В общем, первый раз за все это время я пошла в полицию, чтобы мне сделать белый картон вместе с нашей почти хозяйкой. Но хозяйка — это мама жены того чувака, который нам показывал квартиру. И мы переживали, точнее я, что нам не сделают этот белый картон без этой хозяйки. Эта женщина живет в Боснии, и приехала ее дочка. В итоге сказали, что они могут первый раз сделать, но больше не будут так делать, как я поняла. Вся эта процедура была в целом безобидной, за исключением того, что заходили еще какие-то люди, и с ними тоже, с этим дедом тоже были русские, у них был ребенок, они плакали, точнее ребенок плакал, и они пытались объяснить, что им нужно сделать белый картон в течение 24 часов, а если они этого не сделают, то типа все будет супер плохо. В целом это все несложно, но чувствуешь себя как-то, не знаю, ну как-то такое себе. Хочется не делать никаких белых картонов и жить спокойно. Но это возможно только тогда, когда ты делаешь ВНЖ. Или когда ты живешь в своей стране. Да, или когда ты живешь в своей стране. Короче, это все не страшно. Полиция не выглядит как полиция, это выглядит просто как какое-то типа окно. И все. Это и есть отделение. Ну да, типа маленькое отделение полиции недалеко от нас. Мне дали эту бумажку. Это выглядит как просто А4, где написано, видимо, в какую дату я приехала, то есть вчера. И все.
И если так получится, что у меня когда-нибудь спросят эту бумажку, мне нужно будет ее показать. А в прошлой квартире хозяин нам все это делал онлайн, и не было никаких таких запар. И мне всегда было интересно посмотреть, что такое белый картон и как его делают, потому что в интернете я ничего не нашла. Точнее, я нашла какие-то текстовые объяснения, как это происходит, но мне они не внушали доверия, мне хотелось именно самой показать, рассказать, чтобы люди, наверное, не пугались этого. Я, конечно, не знаю, что будет, если ты не сделаешь этот белый картон вовремя. Мне сказали, что если ты будешь подавать на ВНЖ, то будут проверять все твои белые картоны, последние, я так понимаю. То есть, что это недостоверно? Да, это не факт. Еще был вариант, что типа на границе тебя спрашивают, точнее не спрашивают, они смотрят в какой-то базе, делали ты белый картон или нет. Но это тоже никто не знает. Многие люди говорят, что никакой базы нет. Да. Но мы не знаем, как там есть на самом деле. Я думаю, что... Если бы мы знали на самом деле, мы не знаем. Но мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот такая история. Мы уже собрали стол. Думаю, уже завтра, послезавтра я вам посниму, как это все выглядит. А сейчас я намерена хорошо помыться. И вечером я отправляюсь в старый город, чтобы сделать ноготочки. Первый раз иду в Белграде на маникюр. День третий, мне кажется. Мы зашли в магазин, который нам посоветовала наша знакомая. Называется Pepco. Я прицеплю сюда название. И здесь много всякого хлама, который можно купить очень дешево. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот такие цветочки. Ну, это искусственные, конечно же. Такие всякие штуки для декора. Мне очень понравился вот этот отдел. Сейчас я вам покажу. Я уже ухватила вот такое зеркало. Мне кажется, оно будет классно смотреться на нашем черном комоде. Такое панно. Мне кажется, в студии будет тоже очень классно. Много разных свечек. Блин, вообще, мне кажется, очень прикольно. И все стоит реально супер дешево. Смотрите, вот зеркало, например, стоит 1200. Вот такие всякие штуки можно купить супер дешево. И они здесь реально прикольные. Вот такое зеркало есть. Вообще прикольно. И здесь, вот, кстати, вот эти коврики, как в Икее, но они тоже стоят дешевле. Такие всякие штуки для декора, блин. Хочу скорее еще что-то купить. Ну, если честно, планировали мы купить намного больше, чем купили. Хотели купить чайник, фильтр и всего, чего нам не хватает, но купили только зеркало, звезду на елку и что? И Андрей купил себе большой стакан. Это все. Потратили 1210. 1700. 1700. Короче, мы сейчас здесь еще походим. Там, где мы ходим, называется торговый центр Адам Молл. В целом здесь, я думаю, можно что-то найти прикольное. Здесь торговый центр, мне кажется, даже современнее, чем галерея. У меня нет такого ощущения, что это Россия 2015 года. В целом, мне кажется, здесь очень даже ничего. Мы сейчас зайдем в этот магазин электроники и посмотрим себе чайник и фильтр. Так, ребята, прямое включение с магазина техники. Мне кажется, плавно мой контент переходит в контент бабушки. Планируем купить вот этот бесцветный чайник. Стоит он где-то 2000 рублей. Когда-нибудь я перестану сравнивать все с рублями. И фильтр вот такой, самый дешевый. Стоит он 1300 на рублей. Это 700. Все, 700, окей. Мой рай. Как здорово, ребята. Прикол.
Я очень хочу вот такую штуку в банке, только живую и красивую. Мне кажется, когда я ее куплю, я сойду с ума. Очень красиво. Как эти магазины выматывают. Мы просто спустились вниз на 2 этажа. Сейчас опять поднялись наверх, чтобы зайти в этот магаз с чайником. И я уже просто очень устала, хочется домой. А мне еще делать английский, между прочим. Мы возвращаемся в этот магаз техники, который называется Гигатрон. Чтобы купить чайник, решили фильтр не брать, потому что он нам не очень нравится. А чайник купить тот бесцветный, про который я говорила. И в целом больше мы ничего не купили. Я даже не нашла свою поварешку, которую очень хотела. Но почему-то ни в каком магазине ее нет. Если вам интересно, мы не купили чайник, потому что там была гигантская просто очередь. И да, прикольно. Там была гигантская очередь, и мы решили не ждать, потому что ужасно жарко в зимних вещах. Короче, в итоге мы купили просто зеркало и украшения. И все. Сегодня мы с вами собираемся в магазин. Пойдем мы с вами покупать какие-то новые вещи для моего настроения. Скажите, как вещи могут связаны быть с настроением? Очень просто. В последнее время я заметила, что я перестала себе нравиться. Да, такое может быть. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, все-таки от перелетов, от смены обстановки я себя чувствую не так, как всегда. У меня такого, наверное, никогда не было. Я вот прям смотрю на себя и думаю, ну вот не очень, ну не очень. Это, мне кажется, связано и с моей кожей, потому что, я не знаю, заметно или нет, но на камере это не так заметно, как в жизни. Короче, я прыщавая, просто жесть. У меня никогда такого не было. Эти прыщи просто не останавливаются, и причем я никогда не пользовалась ничем для ухода. То есть все, чем я пользовалась, это какая-то там самая дешевая умывалка и все. А сейчас я понакупила всяких вот таких штук. Еще у меня там есть какие-то умывалки. Я ими пытаюсь пользоваться, но, конечно, это не так, как, наверное, нужно делать, но все равно я пытаюсь. Короче, кожа у меня не проходит. Конечно, скорее всего, это связано с питанием. Питание я пока не меняла. Я все так же хаотично питаюсь, кушаю всякие вредности, но я думаю, что с 1 января, как все это делают, я тоже веду себе какие-то привычки. Я уже, кстати, посмотрела спортзал, который находится на 2 остановки ниже. Я надеюсь, мне это поможет. Вот реально. Но на камере не так плохо, как в зеркале. Я хочу съездить в галерею, в магазин одежды. Для того, чтобы купить себе что-то наверх. Я сейчас хожу в зимней куртке, мне в ней капец как жарко. Хотя эта куртка не такая прям типа для русской зимы, но все равно мне в ней супер некомфортно. Во-первых, я себя стрёмно чувствую, ну, как я выгляжу. Во-вторых, мне некомфортно, потому что мне кажется, что ты когда надеваешь эту куртку в Питере зимой, тебе все равно. То есть тебе лишь бы что-то надеть, чтобы было не холодно, и все. А здесь достаточно светло, достаточно хорошо, и мне кажется, здесь очень как-то не то, что я боюсь чего-то мнения, а просто вот хочется выглядеть классно, если погода позволяет. То есть я понимаю, что когда ты находишься в каком-то городе, где супер-супер холодно, тебе там без разницы, ты просто как пингвин, все там так выглядят, и ты такой, ну ладно. А здесь, когда на улице солнышко и погода, 10 градусов, хочется выглядеть как-то соответствующе. У меня есть пальто, которое черное, но в нем очень холодно в такую погоду. В этом пухане зимнем он мне очень нравится, но он мне нравится вот именно зимой, а не вот в такую погоду. Короче, чувствую я себя очень некомфортно в таких вещах, и мне хочется что-то такое, типа, знаете, девочка из Pinterest. Я вам вот сюда куда-нибудь прицеплю те образы, которые у меня в голове. Я надеюсь, мне потребуется всего лишь несколько вещей для создания этого образа, потому что в целом
Мне кажется, все мои вещи, которые я ношу, они достаточно базовые, и их можно использовать. Пока я крашусь, решила вам рассказать, что я с собой делаю. Может быть, кому-то это будет интересно. Сразу говорю, если вы как-то профессионально занимаетесь покраской своего лица, просьба отойти от экрана, потому что все, что я делаю, мне кажется, так нельзя делать. И вообще вся моя косметика, это косметика уже много-много лет у меня. И мне кажется, что-то уже нельзя использовать. Но я продолжаю это использовать. Короче, вначале я протерла лицо тоником. Я не знаю, это делать вначале или когда спать ложиться. Ну, короче, типа я очистила лицо. Я ничем не мажу лицо больше, типа никакими там кремами. Вот этим всем. Мне кажется, что кожа у меня и так жирная, и кремом я ее, короче, не мажу. Иногда бывает, когда зима, когда очень холодно, то да, я могу купить какой-то крем для лица рандомный и мазать, но в целом у меня такого никогда не было. Из того, что я делаю всегда и не могу практически выйти на улицу без этого, это брови. Вот брови я просто обожаю намалевывать, что-то там делать, что-то покупать. Короче, вот этим карандашом я пользуюсь уже где-то года 3. Сейчас. Вот так он называется. Вот эта вот фирма. Покупала я его в Золотом Яблоке. Оттенок, блин, здесь нет, но я помню 626E. Я его покупала в Золотом Яблоке, но в последнее время, я так понимаю, там все скупила, и его было очень тяжело найти в России. И вот здесь, в Белграде, он продается в ДМ. Да, это типа как какой-то магазин косметики здесь, местный, типа как Магнит Косметик. Короче, здесь эта продукция продается, все супер, ничего не заканчивается, это очень удобно. Обязательно я фиксирую свои брови чем-то. Мне очень нравилось мыло для бровей. Я не помню, какой фирмы, я тоже покупала в Золотом Яблоке. Ну, короче, она была бесцветная. Все было классно. Бесцветное мыло у меня закончилось, и в магазине было с розовым оттенком. Ну, видимо, чтобы оно пахло вкусно. И, короче, это мыло красило мою кожу. Я не понимаю, зачем делают такое мыло, которое красит твою кожу. И, ну, типа, зачем? Зачем вообще добавлять какой-то краситель, особенно красный? Короче, это мыло я выбросила и решила пробовать разные. Я покупала от Vivien Sabo тоже мыло в виде геля. Оно прикольное, но оно очень быстро расходовалось. И вот в последнюю мою поездку в Эстонию, кстати, о которой я вам, может быть, сейчас расскажу, я купила себе прикольное мыло от Vivien Sabo. Вот так оно выглядит. Оно очень хорошо держит мои брови. Его нужно немного намочить водой, потереть вот так щеточкой и зачесывать наверх. Я люблю, когда мои брови стоят, и такой присутствует эффект ламинирования. Раньше я делала ламинирование, но мне кажется, это очень сильно портит брови, особенно мои, потому что у меня волосы сами по себе достаточно тоненькие. И если на них как-то воздействовать химически, то, я думаю, брови легко выпадут. Вот так, девочки, закрепили наши брови. Выглядят они вот так, как мохнатки. На камере они, кстати, какие-то слипшиеся черные, но в жизни это не так выглядит. А может быть и так. Ну, короче, мне кажется, в жизни это получше выглядит, чем на камере. Зацепили наши брови. Я еще немного жду, чтобы они окончательно ко мне прилипли. Пока в это время я замазываю свои прыщи. Я не пользуюсь никакой тоналкой. У меня есть вот этот консилер, которым я замазываю все. Это консилер от Vivien Sabo. Я, кстати, думаю приобрести в итоге какой-нибудь тон, но не сейчас, потому что мне просто кажется, что так кожа ухоженнее выглядит. Хотя я против того, чтобы много краситься, типа, знаете, до неузнаваемости, чтобы не было такого, что когда девочка стирает косметику, ее перестают узнавать ее друзья. Мне кажется, это как-то очень странно. Вот, но я бы и хотела купить что-нибудь для лица,
чтобы вот в таких случаях, когда я себе не нравлюсь, как-нибудь там все так накрасить, что типа ты такой вау, прикольно. Я беру вот этот консилер и наношу себе в глаза вот сюда вот и на свои прыщи точечно. Конечно, прыщи это не скрывает, но все равно красноту какую-то убирает. По поводу поездки в Таллин. Я не снимала, потому что был очень такой напряженный график. Я ездила с Катариной, и на самом деле я поняла, что я стесняюсь новых людей, стесняюсь записывать, и мне как-то надо, наверное, побороть это стеснение, потому что поездка была классная, но мне кажется, я бы вам ничего не рассказала, потому что большую часть поездки у меня была в каких-то моих головных мыслях. Я очень много думала, мне хотелось об этом с кем-нибудь поговорить. Я думаю, конечно, такие ролики не очень интересны, если бы я рассказывала просто что-то, но я все-таки поделюсь своим мнением, хоть у меня никто не спрашивал. Поездка была очень классная. Я познакомилась с замечательным мастером, который делает татухи супер давно. Меня эта поездка очень вдохновила. И прикольно было то, что до этого, когда я ездила в Таллин, я работала у девочек в студии, которые не так заинтересованы прогрессом, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Ну, короче, возвращаться туда особо мотивации не было. А сейчас, поработав у Насти в студии, я подумала, блин, как это здорово, когда человек так увлечен своей работой, что он пытается сделать все для того, чтобы его студия там становилась лучше, зовет гостей всяких, там покупает какие-то штуки для декора и все в этом духе, и вообще в целом работает с клиентами, с мастерами. Короче, это очень классно. И это очень сильно вдохновляет, и я подумала, что, блин, хочу так же, хочу ездить в путешествия, хочу общаться с разными людьми, знакомиться. Короче, поездка выдалась очень классной. Все дни, что мы там были, мы уходили со студии очень поздно. Не было вообще времени погулять, чтобы вы понимали. Когда мы приехали в Таллин, только в первый вечер мы с Катариной пошли в центр и застали вот эту новогоднюю обстановку. Было прям вообще прикольно. А потом в последующие дни мы уже работали. Вот такая вот история. Короче, Таллин прикольный, но не прикольно было то, что там супер холодно. Таллин, он же очень близко к Санкт-Петербургу, соответственно, погода такая же, как и у нас. И от этого мой организм просто в шоке, потому что когда ты приезжаешь с теплого Белграда, такая погода тебя просто заставит врасплох. Становится как-то очень странно от того, что ты был в тепле, а сейчас бац и супер лютый мороз. В общем, Таллин мне понравился, как всегда. Мне кажется, что, возможно, все-таки в январе я опять туда поеду, посмотрим. Планы на январь некоторые у меня уже есть. Я поеду в Париж, это просто инфосотка. И, может быть, я вернусь обратно в Белград или поеду в другие города. Пока ничего не буду говорить, потому что я пока не знаю. Поживем увидим. В общем, я уже, кажется, замазала все свои прыщи. Мне, кстати, надо купить этот спонжик, знаете, который размазывает вот так все. Мне кажется, он мне нужен. Тем временем мои брови застыли, и я сейчас буду их рисовать. В принципе, я брови почти никак не прорисовываю, потому что они у меня и так есть. Но какие-то проплешины я убираю. Так, я беру мой карандаш и аккуратным движением вырисовываю себе брови. Кстати говоря, я уже здесь сходила на маникюр. На просто маникюр без покрытия к русской девочке. Она мне сделала его хорошо, мне все понравилось. Теперь я думаю пойти на брови. У меня здесь есть клиентка, которая мне тоже раньше делала брови. Но я к ней перестала ходить, потому что она располагалась достаточно далеко.
Потом я встретила свою Настю, которая мне делала брови в последнее время. И все, я уже никуда не хотела уходить. Но сейчас Насти здесь нету, мои брови продолжают расти. Я вот думаю, либо выщипать самой, там, где они выросли, либо сходить на брови. Короче, я не знаю, но, если честно, меня вот эти женские штуки очень напрягают. Но я понимаю, что отращивать, потому что мои брови, они сами по себе вот здесь растут. Я не могу просто их бросить на произвол судьбы. Поэтому я думаю, если я пойду на брови, я вас возьму с собой и покажу, как все это здесь проходит. Кстати, на маникюр я ходила к девочке, которая работала типа в студии. Это не была квартира. Если помните, в начале, когда я переехала в Белград, мне сказали, что все вот такие услуги красоты здесь располагаются в квартирах. Но вот эта девочка работала прям в такой студии небольшой, там было уютно, только там никого не было, кстати, и не играла музыка. Меня это очень бесит, когда мастера не включают музыку. Ну, да ладно. Короче, маникюр был прикольный, я бы еще сходила. Было очень интересно с ней говорить на тему переездов, потому что, мне кажется, когда ты приходишь к русской девочке, вы начинаете говорить на стандартные темы. А сколько ты тут? А что ты здесь делаешь? А что тебе нравится? А что тебе не нравится? И это, короче, очень прикольно анализировать, как разные люди по-разному относятся к переезду и по-разному его переживают. В общем, у меня есть такая штука. Это губная помада от NYX. Я не знаю, сколько ей лет, но мне кажется, она уже по-любому типа старая. Блин, ну реально, я даже боюсь представить, здесь не написано. Ну хорошо. Короче, раньше я ей красила губы, потом я начала красить ей типа румяна, до того, как это начали делать все. И вот по сей день я рисую щечки такими похлопывающими движениями. Мне, кстати, кажется, что вот для этой процедуры мне тоже нужен вот этот бафик. Или как он называется, потому что пальцами это иногда происходит очень неравномерно, и мне кажется, человек, который умеет краситься, так на меня посмотрит и подумает: господи, боже мой, надо ей срочно подарить этот бафик. Хотя, я думаю, тут одним бафиком не отделаешься. Ну, меня устраивают вот такие щечки. Просто краснота на прыщах, огонь. Ну и что? И что, да. И что? У всех есть прыщи, ничего страшного. Дальше мы берем вот эту вот штуку, контуринг. Беру свою кисточку, мне кажется, она у меня с класса 9, я ей делаю все. Вот такими движениями я набираю средства, да, и начинаю рисовать себе скулы. У меня и так есть скулы, особенно, мне кажется, с возрастом они все острее и острее, но я все равно вот эту часть затемняю, прохожу вот здесь и вот здесь. Так, еще я беру свой хайлайтер. У меня есть, мне кажется, единственная такая нормальная вещь — это хайлайтер. Выглядит он вот так. Правда, пользуюсь я им все равно неправильно, потому что, мне кажется, вот такой дыры не должно быть. Это происходит от того, что я вот этой кисточкой, да, той же самой, набираю хайлайтер. И что вы мне сделаете? Блин, мне кажется, что это очень насильственно по отношению к моей палетке. Ну, жду подарка в виде кисточек, что могу сказать. Сама я себе это не куплю, потому что мне кажется, что мне это не очень нужно. Но я бы хотела, наверное, научиться обдуманно краситься, что ли. В целом все, девочки. Вот в таком образе я пойду. Мне еще нужно высушить мои волосы. Ну все, что могу сказать. Мой макияж готов. В целом, мне кажется, не очень сильно что-то изменилось. Но я себя так чувствую намного увереннее, особенно с бровями. Мне очень нравится, что брови вот так зачесаны наверх. Так, я досушиваю волосы, и мы с вами встретимся в галерее.
Ребята, я в Заре. Посмотрите на эту джинсовку. Я, в общем, хотела такую же. Она, типа, такая потертая, папина джинсовка. Только я хотела длиннее. И вот у меня дилемма. Она, кажется, одна в этом магазине. Я, может быть, еще спрошу подлиннее. Но я не знаю, выглядит она прикольно. Особенно вот так. Мне кажется, что если я буду в какой-то другой кофте, меня будет опять бесить, как это выглядит. Но с другой стороны, это вообще не похоже на то, что я обычно ношу. И мне это так нравится. Но я не знаю, будет ли эта покупка в дальнейшем удовлетворять мои головные страдания. Но мне очень нравится, как это выглядит, блин, девочки. Скажите. Мне кажется, мне вот прям такие вещи очень идут. Я такая, знаете, ковбой стайл. Блин, ну она крутая. Она прям... Что скажешь? Мне кажется, жопу я в ней подморожу знатно. Но если я надену длинный вот этот свой часть от свитера, горло, который я недавно купила, мне кажется, это прикольно. И это, кстати, размер XL. И меня это устраивает, потому что это выглядит вообще очень, мне кажется, стильно. Что думаете? Смотрите. Хочу. Мне кажется, мне уже длинное не нужно. Потому что у меня очень много таких длинных вещей. И мне кажется, я в них бесформенно выгляжу. А вот в этой штуке, мне кажется, я прям поменяла свой образ. Нет? Вам так не кажется? Это я просто сейчас себя пытаюсь уговорить купить эту вещь. И думаю, насколько мне она нужна. Ну вот, блин, если бы сюда еще не вот эти сапоги, а какие-то такие, знаете, супермассивные, это был бы полный отвал башки. Мне кажется, сейчас я ее куплю. Я ее купила! Короче, я советовалась с моими советниками. Все сказали классно. Единственное, это размер XL, кажется. И, внимание, со скидкой она стоила 660 динар, а в рублях это 3600. Короче, я очень рада. Я еще поднялась в мужской отдел посмотреть, нет ли похожей в мужском, потому что я знаю, что у мужчин тоже была такая же коллекция, была такая же куртка. Короче, в итоге я подумала, что короткая мне идет больше, потому что она же такая женственная. И в основном всегда я таскала вещи такие длинные, и мне кажется, они, ну, уже как-то, знаете, приелось мне ходить в этом. А сейчас я думаю посмотреть какой-нибудь свитер короткий и, может быть, шарф куплю. Настроение топчик. Так, девочки, выбираем шарфик. Я подумала, что здесь открытое горло, то есть вот эта тема, она никак не застегивается. И мне нужно присмотреть шарф, потому что у меня есть черный. И что, я опять год, что ли? Я думаю, что вот такой шарфик, он как-то разбавит мой образ гота, если я буду в черных штанах. Мне кажется, это очень по-другому выглядит. Короче, есть вот такой вариант. Раз, запомнили. Вариант 2. Вот такой. Что скажете? Я не знаю, как будто бы вот этот вариант поприкольнее, чем этот. Потому что этот какой-то обычный, и мне кажется, по цветам он сюда не вписывается. Но я думаю, я еще похожу, повыбираю. Там я нашла в одном магазине шарфик, прикольный, с джинсовкой сочетается, с кожаной курткой точнее. Но он дорогой. Короче, как вам? Друзья, я в Эйчике. Короче, меня так удивляет, как бы все странно. Это похоже на какой-то большой магазин Стока. Здесь очень мало людей. И свет светит очень тускло. Короче, такое чувство, что я на какой-то большой распродаже. Посмотрите, как это все выглядит. Примерно как-то так. Очень много вещей, которых я никогда не видела. И людей. Ну вот сейчас они все зашли. До этого их не было.
Короче, очень такая странная обстановка. Я, кстати, решила не покупать себе тут шарфик. Я посмотрела в Пинтересте, есть ли на девочках эти шарфики, и подумала, что это будет пустая трата денег и ненужная покупка. И я подумала, что в целом мне уже ничего не надо, но вот решила зайти в Эйчик и посмотреть на свитер. Может быть, что-то возьму, посмотрим. В такие моменты я всегда вспоминаю, почему мне не нравятся магазины. Для меня это очень большой стресс, мне кажется. Я жестко выматываюсь, устаю. И тот запал, который у меня был в начале, мне кажется, проходит через 3 магазина. Я решила, что мне будет достаточно этой куртки. Я пока поживу с ней. Подумаю, что мне можно будет еще купить. Но в целом, я думаю, что какие-то дополнительные штуки, типа шарф или свитер, мне не нужно покупать, потому что у меня это все есть. И не хотелось бы, чтобы я купила и это валялось, как обычно у меня происходит. Вот, поэтому сейчас я пойду домой, перед этим покушаю в Маке, и все. Спасибо! Наконец-то я записываю это видео о том, как изменилась наша комната за это время с моими перестановками. К сожалению, у меня нету видео, как выглядела наша комната при дневном освещении, но я сюда вставлю вид при вечернем освещении, когда вы только-только заехали, чтобы у вас была такая картинка до-после. Обязательно напишите в комментариях, как вам, как изменилась наша комната, и видите ли вы вообще какие-то изменения. Подписывайтесь на мой Инстаграм и на мой YouTube канал. И до новых встреч! Приятного просмотра!